Мы в прошлый раз приезжали, устраняли недочеты с огурцами, а сегодня с помидорами. Упали. Просто сейчас такие сильные ветра и немножко, да и помидоры очень сильная нагрузка. Проволока рвется, вязальная, хотя у нас в деревне уже второй год она, правда? Ну да. Это же проволока. Ну да. Ну тут из-за ветра. В теплице ж у тебя нет такого ветра. Да и помидоры тут жируют просто капитально. Я уже сегодня взяла с собой подкормки, потому что, не знаю, жирование, листы вовнутрь закручиваются. Я уже не знаю, что им надо. Мы, друзья, на хуторе. Начинаем новую серию. Всем огромный привет. Всем привет-привет. На следующий год, если мы здесь планируем огурцы, помидоры, я, если честно, предлагаю делать все-таки теплицу. Потому что вот ветер, там как бы парничок, но он такой хрупкий. Нужно делать нормальную, человеческую, большую теплицу. Как ты на это смотришь? Нам писали зрители, знаешь что? Что тут можно такой бизнес открыть. Наставить столько теплиц Да, с нашей можно. землей. И вот с кабачками, с тыквами точнее. Насчет нашего тыквенного поля хочу сказать. Пишут такие комментарии, что ветер сильный. Заросло там, все остальное. В любом случае, если бы мы не перепахали, не засадили бы тыквами, оно бы вообще никакой пользы не принесло. Поэтому у нас тыква по-любому вырастет, они уже большие, есть довольно-таки большие. Ну а на следующий год мы как бы примем совсем другое решение, поле большое, и чтобы его полностью закрыть вот так, как здесь, там дальше тыквами, тут нужно было ее садить очень-очень-очень-очень, чуть ли не 30 на 30, может 50 на 50 семечки. Поэтому либо это будет сидират, либо, не знаю, сад и газоном все засадим. Вот. Поэтому 3 раза косили мы, нам не помогло ничего. И так интересно, первый раз косили лебеду, пошел этот пырей или как это, суволока, вот эта трава. Ее скосили, опять пошла лебеда, и оно так чередовалось все. То есть, ну вот, польза есть, по-любому польза есть. Но на следующий год мы немножко все пересмотрим. Но мы хотя бы в этом году выровняли, почистили его, и оно уже по факту будет пригодное к пользованию. Ну вот, смотрите, уже что повырастало у нас. Ох, больше головы. Там в поле тоже такие есть. Нас еще ждет, как с этим всем бороться. Это собрать тыквы надо будет, а потом собрать еще вот это вот все, что тут листья эти наросли. Но мы справимся. Ну, конечно. Правда. Дорогу осилит идущий. Да. Ехал сюда, планировал красить дом. Но что-то поднялся ветер. И решил заняться лодкой. Яна пойдет в огород,
А я хотя бы промажу герметиком дно. Вот края шов этот большой. Сейчас ослаблю немного шурупы, чтобы она отошла. Намажу герметикой и обратно стяну, чтобы его немножко выдавило. Вот. Ну а мастика, я не знаю, насколько быстро он сохнет. Уже. А может и обработаю еще сверху все вот это вот дно мастикой. Собираем огурчики. Их не очень как бы и наросло. Вот, но завязей много. Опять эти перепады температуры непонятные. То дождь, то холодно, то вроде тепло. У меня столько еще рецептов, столько идей воплотить. Я не знаю, где брать на это время. Вот, как минимум, три надо закатать. Так это называем, заготовки. Вот, это с огурцов я хочу соус, ассорти, спасибо большое, зрители. Я не знала, как закатать патиссоны, но мне кинули идею с огурчиками, поэтому вот такие вот маленькие, вот такие вот всякие огурчики пойдут в перемешку у нас с патиссонами, которые у нас есть. Потом, говорила, да, огуречный этот соус я хочу. Потом еще же надо вам показать и рассказать рецепт же с кабачков варенья. Джем мы будем делать снова. Уже расскажем подробно пропорции. Еще мне надо кабачковую икру воплотить. Когда мне это все успеть? Я не знаю. Вот, но как-то потихоньку будем. Поэтому слава, как говорится, Богу, что есть что закатывать. Выросло. Осталось только воплотить это, и есть вкусные рецепты. Будем зимой кушать. Поэтому собираем урожай. В прошлой серии, когда я мыл лодку, был один интересный комментарий. С лодкой все понятно, но непонятно, зачем колбаса. Это не колбаса, это был герметик.
Да, потом написали, что, все понятно, это не колбаса, это герметик. Это полиуретановый герметик. Я почему его взял? Потому что подсказали, посмотрел видео, все лодочники промазывают щели полиуретановым герметиком. Он высокоэластичный, хорошо отзывается на деформацию, то есть лодка будет где-то разбухать, где-то высыхать, и он не будет трескаться, не будет расходиться. И высокие температуры от минус 40 до плюс 90. И он очень быстро сохнет. Все, он уже засох, нигде не берется. Поэтому сейчас я возьму антисептик от жука, от короеда, от всего остального, защитим дерево, обработаем лодку и еще раз, у меня одна стена не обработана, и если хватит на весь дом, еще обработаем с пульверизатора дом. Обработаем антисептиком. Концентрат для древесины 1 к 6 разбавляется. Литр его 6 воды. Привезла я сюда монокалий фосфат и сульфат магния. Сейчас примерно насыпаю, даже не меряю. Примерно насыпем, подкормим, потому что какие-то, мне вообще не нравятся листы. Я вообще не понимаю, чего они закручиваются. Вот такая вот картина у нас происходит. Снизу то, что я листы отрезала, все как бы нормально. Сверху листики нормально не растут. Вот так вот начинают скручиваться, но никаких пятен, там, никакого там сзади налета, ничего не присутствует. Я читала, возможно, перемена температуры, возможно, переливание, недоливание, в общем, по-разному. Возможно, не хватает питательных веществ, но как бы, в принципе, возможно, что не хватает магния и монофосфат вот этот калия, потому что у нас тоже вот в нашей теплице в деревне был дефицит, но там он проявлялся немножко по-другому. У нас листья были в пятна. Вот. Но то, что тут жирует томат, это 100%, потому что тут такие стволы, вы слышали, когда отрезала пасынок, прям хруст. Ну что это такое? Хотя что мы сюда? Это новые грядки, мы просто насыпали земли, мы даже не листья, ничего мы не бросали, просто вот земля и больше ничего нет. Поэтому я не знаю, но сейчас подкормим. Пробовать надо. Но уже гроздья тоже висят у нас. Идеально, конечно, еще обработать препаратом от фитофторы, так как на улице. Фитофтора, возможно, скоро. Из-за такой погоды, из-за таких дождей у нас происходят туманы. Вот пройдет дождь, и вечером происходит туман, что не есть хорошо. Но пока заболеваний нет. Просто закручиваются листы вот так вот вверх, и все.
последнее время на хутор у нас получается просто налетами. Приехали, собрали урожай, подкосили, что-то так минимально сделали и уехали. Потому что у Яны сейчас просто идут закатки, 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 эксперименты. В прошлом ролике джем, который был из тыквы. С кабачка. На самом деле, ой, из кабачка. Я всегда путаю тыква, кабачок. Из кабачка очень вкусный. Вот очень вкусный. Я вот советую кому-нибудь, если есть желание, попробовать его. Я Он сегодня утром сегодня мисочку тут утром съел. съел мисочку с творогом, и больше мне ничего не хотелось. Но сегодня у нас было продуктивно. Полностью все швы замазал герметиком, подтягивал основные болты, и еще между ними насверлил саморезов. То есть укрепил ее максимально, сейчас вообще щелей нету. Обработали антисептиком. Также антисептиком обработали дом еще раз. Одна стена не была обработана, все остальные еще раз прошел. Лишним точно не будет. Перед покраской, вот сейчас мы полностью готовы. И напомню, что в прошлый раз полностью весь дом по кругу, кроме того фронтона, мы очистили щеткой по металлу. То есть он к покраске уже готов. И отвечу на болезненные такие вопросы насчет пристройки дедушки и бабушки. Если мы не показываем, значит пока ничего не делается. Устаивается, как там выстаивается фундамент, крепится, пока еще который мы залили. И мы ждем, точнее они ждут, кто будет выкладывать блоки. Я не умею блоки выкладывать. Мой первый опыт будет, наверное, когда я буду делать гараж. Но это я планирую так, самостоятельно выложить гараж. Еще один есть болезненный вопрос. Какой? Помойте крышу на хуторе. Крышу, да, мы не будем мыть крышу. Пока. Во-первых, потому что если нам на этот шифер очень старый. Да, он очень слабый. Это не вот этот, который новый такой. Укладывал, есть пятнышко, да. Вот этот Ага, светлый, ага. вообще другой. Вот этот шифер, ему, наверное, столько лет, практически сколько дому. Потому что, поэтому, если я на него наступлю, я точно там провалюсь. Да, вот там видно кусок Он разобрался. отвалился, когда ты лазил на конек. Да, То есть вот поймите, мыть Да. керхером это опасно. Мы Да. повредим местами шифер, и мы потом не будем знать, как заложить, потому что Артем еле-еле наложил тот шифер старый, который мы купили. Уже просто такого нету шифера. И если мы сделаем дырки, что мы будем делать? Придется весь дом перекрывать. Ну и вторая причина, просто не хочется его. Вот хочется, чтобы он такой был чуть-чуть старенький. Он такой внешне начинает преображаться, но крышу мы мыть не будем. Вот такой вот налет быстрый, но покосили, урожая набрали. Дом и лодку восстанавливаем. Встретимся в деревне. Так, тут возникла такая ситуация. Белка. Все видят белку. И лапка. Лапка. Ты не можешь белку словить. Белочка, бедолажечка. Смотрите, что они делают.
Белка. А так смотрит, хочет, чтобы я ее спасла. Лапка, а как ты слезешь с этого дерева? А чё, белка не может никак перелезть куда-то? Или что? Лапка. Нельзя. Лапка. Что делать в такой ситуации? Как спасти белку? А белка что не может побежать туда быстро? Лапка ж не успеет перевернуться. Белочка. Что делать? Как спасти кого? Та білка не пригає. Вона ж должна з дерева на дерево перепригувати даже. Все, белочка спаслась. Она перелезла на другое дерево, спрыгнула. А вот еще одна белка. Лапка, это что такое? Ну и охотница, что за кошка? Уже белок ловит. Те на канаве мыши закончились? Лапка. Смотрите, белка просто обняла ветку и вообще не шевелится, чтобы только ее лапка не увидела. А лапка вот залазит на заборы, кричит, не понимает, где белка. Лапка, если ты ее увидишь, ты опять будешь за ней охотиться. Домой пошли. Кс-кс-кс. Надо быть такой охотницей. У нас есть пару кустиков низкорослых помидор. И смотрите, что тут происходит. Больших очень тоже много. Такие вот. Прям вот, считаю, уже в 2 ладошки. И тут позади меня уже черри. По-моему, зимняя вишня они называются. Уже начинает спеть. Это очень радует. Я уже жду когда. Уже даже зрители пишут. Мы уже едим помидоры, а вы нет. Ну, я что сделаю? Как мне их заставить, чтобы они красились? И так, да. И вот. Все, они сейчас как пойдут, так пойдет процесс быстрый, пока они нарастают. Здесь там вообще такие. Пришли мы собрать патиссоны, которые у нас есть. Вчера мы сорвали огурчики. Большие отложила на другой рецепт. Маленькие все. Сейчас закатаем ассорти. Так нам посоветовали зрители. Я все расстраивалась, что у нас мало патиссонов, а патиссоны очень вкусные. Рецепт просто изумительный. Нас угощали зимой. Вот, поэтому мы нашли выход с вами. Спасибо вам огромное. Я даже как-то не сообразила, что я могу вперемешку. Поэтому сейчас будем закатывать ассорти из патиссонов и огурчиков. Писали нам наши зрители, зачем вы срываете такие маленькие патиссоны. Суть в чем? Вот они такие будут закатываться. Вот этот патиссон, он уже перерос. И мне придется его, я думаю, что если разрежу наполовину, будет нормально. Нас угощали вот такими вот маленькими патиссончиками. Их я называла солнышки. Дети ели их. Изумительно, им было интересно. Это первое. Второе, я думаю, что это зависит еще от маринада. Но они настолько были вкусные, правда? Угу. Просто непередаваемо. Вот сейчас я буду закатывать таким принципом, что я буду заливать кипятком, сливать эту воду, потом варить маринад и просто закручивать без стерилизации. Но этот же рецепт можно со стерилизацией. Но мы попробуем, как нас угощали, без стерилизации. Просто 2 раза кипятком сварили сироп, закрыли и укутали.
Вот, поэтому для этого срываются вот такие маленькие. Я знаю, что патиссончик можно разрезать на половинку, положить там фарш, запечь в духовке. Также можно его обжарить. Но мы сажали патиссоны не с этой целью. Мы едим кабачки. Мы уже, если честно, мы уже объелись просто кабачками. Чтобы вы понимали, у нас кабачки на завтрак, обед и ужин. Ну, у меня просто целый холодильник их. Я уже не знаю, что с них готовить. Уже кучу блюд делали. Так, ну, все, что мы с хутора собрали, что мы собрали патиссончиков, у нас вот так вот вышло. Ну, сейчас еще нам надо банку доложить, пойдем тут в деревню. Сорвем небольших огурчиков. Ну, я считаю, неплохо, интересно получилось, да? Вот. В принципе, ничего тяжелого. Сейчас поставили мы воду, она закипит. Мы зальем наши огурцы, они постоят минут 10. Сольем это в раковину, снова закипятим, кипятком зальем еще на 10 минут. И тогда сварим рассол, который мы уже все зальем. Закипятим, сольем еще раз. Да, 2 раза, в общем, кипятком, сливаем все в раковину и уже в чистой воде замешиваем все ингредиенты, соль, сахар, уксус, варим рассол, он закипает, его сюда выливаем и закручиваем и укутываем. Все. Первый раз так буду делать. Ну, посмотрим. Вот такой вот рецепт. Ничего, в принципе, сложного. Многие так и, в принципе, и закатывают огурцы, заливая, сливая. Никому секреты никакие не раскрыла. Вот, а патиссоны очень вкусные, закатанные. Мы никогда не думали, что так. Я никогда вообще не сажала патиссоны, в принципе. Вот, но ради вот этого рецепта мы посадили патиссоны. Погода у нас вообще непонятная. Сейчас лил такой ливень, залил всю улицу. В общем, то дождь, то солнце. То сейчас уже надо снова ходить в штанах и в кофтах, да? То потом солнце вылезет, можно в принципе в майке и в шортах, потом солнце зайдет, начинается какая-то буря, надо ходить одетыми. В общем, погода непонятная, кабачки и патиссоны растут плоховато. Но им не нравится такой климат. И также огурцы какими-то наплывами, да? То целый кош огурцов мы собирали, то вчера немного на дне. Большие мы убрали на другой рецепт, они у нас в холодильнике, но с этих такой. И, конечно же, сейчас будем варить варенье из кабачка, да? Угу. Вот, будем делать уже как двойную порцию, поэтому все расскажем в граммовке, потому что очень много людей писало, что поделитесь, сколько сахара, сколько чего, поэтому уже сегодня будем делиться, потому что это того стоит. Джем получается очень вкусный. Также понасоветовала много, что можно с кабачком и лимон, и апельсин перекрутить, такой джем сделать. Ну, в общем, мало было негативных комментариев, но все же негативные комментарии были. Вам что, мало ягод, что вы закатываете кабачки? Так вы попробуйте сначала. Вот, конечно, вам не мало ягод, но почему бы не попробовать необычный и он очень вкусный рецепт. Мы будем зимой с вами с этим джемом печь пироги.
Крышки я простерилизовала и вот так вот накрыла. Все, ждем 10 минут. Как раз снова наливаем 2 литра. У меня сюда уходит чуть-чуть, остается из 2 литров. Свежую воду, кипятим, сливаем, снова заливаем. Ну, пока у нас огурчики стоят, не будем зря терять время, чистим кабачок. Будем засыпать его сахаром. И будем 2 часа ждать, чтобы выделился сок на варенице. Поэтому делаем так. Ну, я как понимаю, в ночь я не уйду за кратками. Ну, если я только еще не захочу сделать какую-нибудь. Я думаю, что нет, потому что на улице опять дождь. Опять дождь. Вот мы хотели идти на улицу, что-то делать, продолжать делать террасу. Не знаю, надо выбрать голубику. Как это сделать? Ну, будем ловить, я голубику планирую, надо как-то ее собирать, она опадает от ветра. Вот. И задавали вопрос, что вы делаете с голубикой? Мы ее кушаем, а остатки мы замораживаем на зиму. Как бы. Больше ничего мы не делаем. Не знаю почему, но вот так мы с этой ягодой поступаем. Зимой ее замечательно можно разморозить. Она вкусная, вот. Дети ее едят. Поэтому вот так вот мы поступаем с этой ягодой. Все, заливаем 2 раз. Ждем вот так вот, чтобы, я не знаю, схватиться комфортно за банку. Она совершенно была, если что, не горячая. Ну, может, не так, я не знаю. 10 минут. Ну да, 10 минут точно. Вот, и все. Сейчас будем готовить с вами маринад. Делаем маринад. У нас он рассчитан на 2 литра, вообще по рецепту литр. Поэтому там каждый сам себе взвешивает. На 2 литра нам надо 740 грамм сахара. Будем взвешивать. 4 столовые ложки соли. Я буду брать, как набирается. Так, и нам надо 360 миллилитров уксуса 9%. Все, доводим до кипения, сливаем огурцы, как закипит, заливаем раствором и все. И укутываем наши огурчики. Сейчас немножко расскажу вам по террасе, как дела. На террасе все столбики покрашены в белый цвет, за исключением одного. Вот этот столб, он будет убираться, для того, чтобы тут было больше свободного пространства. От вот этого и вот к этому столбу будут прибиты брусы. Вот здесь вот оно все зафиксируется, и ровно по брус он обрежется. По крыше все хорошо, не течет ничего, кровля легла замечательно. Единственное, что нужно будет еще один раз пройтись, покрасить пол, но уже с кисточки, потому что вот пятна такие вот оставались. Это после пульверизатора. Давал хороший слой краски, все, но из-за того, что это защитно-декоративный состав, он больше пропитывает доску, ежели красит. Он просто ее, получается,
тонирует. Нужно красить в 2 слоя. Первый он как такой, ну вот затонировать, как бы пропитать доску, чтобы вот она была уже готова к основной покраске. И основная покраска уже когда пойдет, она возьмет полностью весь цвет тот, которым вы красите. Именно это я рассказываю про защитно-декоративные вот эти вот составы. Все 4 таких баночки, огурчики такие зелененькие, прям очень интересно. Все, закрываем. Мы нарезали 2 килограмма кабачка очищенного от семечек, от кожуры. Нарезали вот на такие вот небольшие кубики. Теперь на этот рецепт надо 200 кг сахара. То есть килограмм у нас уже взвешен. Нам надо взвесить 200 грамм. Это мы делаем джем. Это джем? Это уже другой рецепт. Чего? Это такой же? Но я имею в виду другая заготовка. Ну да, это уже другая заготовка. Это Сейчас уже не огурцы. люди перепутают. Вот, получается 200 кг сахара. Сейчас это все перемешиваем, чтобы у нас кабачки пустили сок. Оставляем их на 2 часа. Пойдем заниматься какими-нибудь другими делами. Простерилизуем баночки, простерилизуем крышечки за это время. Вот, и уже поставим потом вариться. Собрались мы наконец-то сделать вот прям выборку ягоды, потому что мы просто ходили и ели. И погода, смотри, она как будто бы ждала тебя. Да, она меня ждала, но она вся мокрая, дождь идет, это раз. Во-вторых, ветра, она обсыпается, поэтому ее надо срочно выбирать. Есть кусты, обсыпанные вообще просто гроздями. Я вот с одного куста практически тут целую миску. Я там по чуть-чуть порвала, пришла, села, и я все его выбираю. Но в этом году это первый раз за все время выращивания голубики, что у нас есть пустые кусты. По ягоде 0. Мы вообще не понимаем, что такое произошло. Я, конечно, больше склоняюсь к тому, что это голубика ранних сортов. Возможно, что она померзла, потому что, ну, как-то очень странно. Ну, как бы, есть кусты, есть голубика, а есть вообще нету. Ну, такого не бывает. Вот. И не знаю. Думаю так. Больше никаких не может быть причин, потому что кусты выглядят нормально.
никаких заболеваний они не имеют. Вот, и напомню, что будете писать, у нас посажено много разных сортов. Где какой сорт, где какой вкус, мы не знаем. Вот ответ простой, потому что писали, расскажите, что у вас за сорта, у вас такая голубика, такая крупная, ее так много. Мы не знаем. Вот так вот. Поэтому много разных видов. Каждый куст, вот прям отличается, правда? Одна слаще, другая чуть с кислинкой. Один сорт вообще крупная-крупная, другая мелкая. В общем, все разные, ну, все вкусные. Все, постояли, у нас как раз мы собрали ягоду. Теперь мы все переливаем и будем варить 20 минут. Как закипит. Все взбили хорошенько, чтобы не осталось комочков. Добавляем 2 чайные ложечки лимонной кислоты. И самый такой ингредиент — это желе со вкусом киви. Но я думаю, что если взять желе с любым вкусом, то это варенье примет, в принципе, тот окрас и тот вкус. Но мы в прошлый раз делали с киви, и в этот раз тоже мы делаем с киви. На 2 килограмма кабачка я даю 3 пачки желе. Все хорошенько размешали и 5-10 минут. Там уже будем смотреть по загустению. Варим в стерилизованные банки со стерилизованными крышечками, закрываем, переворачиваем. Все, оставляем. Все, столько мы джема наварили. Получился очень вкусный. Рецепт очень легкий. Вот. Напишем в закрепленном комментарии, в описании все пропорции, сколько всего нужно, если взять на килограмм, все легко и просто. Килограмм очищенных кабачков, 1 пачка желе, чайная ложка лимонной кислоты и 600 грамм сахара.
оно получается сладкое, как такое должно быть в принципе варенье. Как может быть варенье не сладкий? Я думаю, всем понятно. Мы вот когда крыжовник варили, я давала, по-моему, 700 грамм. Вот, и все писали рецепты, что на килограмм крыжовника, килограмм сахара. Я даже не дала килограмм вот этот вот сахар, поэтому здесь как бы тоже 600 грамм сахара. Но так как у нас желе, оно тоже идет с сахаром, то вот как бы предостаточно сахара и предостаточно лимонки. Оно все такое вот в меру настоящий джем. Никто никогда в жизни не узнает, из чего он. Вот, поэтому готовьте, кто хотел, вот, пожалуйста, получайте рецепт. Писали, что желе это химия. Но не поверю, что вы не готовите вот с пачек желе. Ну не поверю. Есть куча разных десертов, которые готовятся, которые кушаются. Мы с вами делали тоже зимой со сметаной, очень вкусный десерт. Не знаю, и в детстве даже мы, правда, с тобой ели вот это вот с пачки желе. Это было самое вкусное. Мама разведет. Ждали, когда оно застынет в холодильнике. Это было самое лучшее лакомство. Поэтому кто как считает нужным делать. Все. Спасибо, что досмотрели нас до конца. Вот такая вот у нас серия получилась. Ну что, дожди не дают полноценно, нормально трудиться. Погода вносит, конечно, свои коррективы. Вот, лето у нас такое, то жарит, то холодно, нету никакой стабильности. Мы вас, как всегда, всех очень любим, всех обнимаем. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Ну, а это 2 баночки нашего джема первого, который у нас получился. Пиалочку мы еще оставляли, чтобы скушать. Вот, поэтому с нас, в принципе, да и хватит такого рецепта.